Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья, сегодня у нас в гостях самая смелая в мире животинка. Почему самая смелая? Потому что все ее другие родственники считаются трусишками. Встречайте зайца-беляка, он же просто беляк, млекопитающее рода зайцев, отряда зайцеобразных. Обычное, но не совсем животное севера Евразии. Вообще есть еще арктический беляк, заяц в основном приспособленный к обитанию в полярных и гористых местностях. Раньше он считался подвидом зайца-беляка, но сейчас выделяется как отдельный вид. Сюда же можно отнести аляскинского зайца, обитающего на западе полуострова Аляска. Все эти виды и подвиды зайцев объединяет одно – любовь к холоду и белая шубка. Заяц-беляк прописался в тундровой, лесной и частично лесостепной зонах Северной Европы. Акклиматизирован в Южной Америке, в Чили и Аргентине, населяет некоторые арктические острова. В сравнительно недалеком прошлом был распространен значительно южнее, например, в швейцарских Альпах. Беляки – это довольно крупные зайцы. Размеры колеблются в зависимости от ареала, но достигают 70 сантиметров в длину и 5 килограммов веса. Средние размеры уменьшаются с северо-запада на юго-восток. Самые крупные беляки обитают в тундре Западной Сибири до 5,5 килограммов. Самые мелкие в Якутии и на Дальнем Востоке около 3. Лапки у беляков широкие, что логично, ведь им просто необходимы снегоступы. Ну а шубка у нашего сегодняшнего гостя не всегда белая и меняется в зависимости от сезона. Линяет беляк 2 раза в год – весной и осенью. Линька жестко связана с внешними условиями. Ее начало запускает изменения продолжительности светового дня, а температура воздуха определяет скорость протекания. Все зайцы наделены очень острым слухом. Не зря же у них такие большие уши. Однако зрение и обоняние у них намного слабее. Что же такого особенного в зайце-беляке? Заяц и заяц – трусливая кормовая база для хищников. Однако я вам возражу и скажу, что трусости в этом зайце 0. А насчет кто кормовая база, надо еще подумать. Ведь заяц-беляк живет там, где растительности мало. Что же ему есть? Белок. Да, беляки приспособились к употреблению белковой пищи. Причем в основном это падаль. Ведь охотиться самим им не позволяют лапки. Но белок – это лишь 5% их рациона. В значительной степени все-таки в меню этих суровых зайцев входят подмерзшие корешки растений. И только летом беляки могут насладиться вкусняшками в виде редкой тундровой зелени. А знаете, как эти северные зайцы спасаются от холода и снежных бурь? Они садятся прямо там, где их застал холодный ветер, прижимают уши, лапки и не шевелятся. Такие снежные шарики. Самое интересное, что это помогает переждать непогоду. Но еще немного помогает жирок, которого в диетическом северном зайце аж целых 20%. Кстати, благодаря нему беляки способны обходиться без еды довольно продолжительное время. Ну и следующая суперспособность нашего северного зайца – это бег. Ведь полакомиться вкусной и жирненькой зайчатинкой на севере любят все хищники. Основные враги – это полярные волки, песцы, лисы, рыси и хищные птицы. Именно поэтому быстрый бег, на секундочку, около 60 км в час – это залог здоровой и долгой жизни. Бонусом к бегу идут довольно крупные когти и острые зубы. Так что за себя наш сегодняшний
внешний гость всегда сумеет постоять. В норме беляки ведут одиночный территориальный образ жизни, занимая индивидуальные участки в 3-30 гектар. Однако с приходом морозов они могут кучковаться и даже мигрировать в поисках пищи. Например, в Якутии осенью зайцы спускаются в поймы рек, а весной поднимаются в горы, за день проходя до 10 километров. Протяженность миграционного пути порой доходит до сотен километров. Хотят любви беляки редко, но метко. В поисках самочки всей своей жизни они могут пройти довольно много. Причем ищут свою зайчиху они исключительно по запаху, ведь внешне самки и самцы ничем не отличаются. В Арктике, на севере Якутии и на Чукотке зайчихи успевают произвести всего один выводок в год летом, но на большей части ареала размножаются все-таки 2-3 раза в год. Между самцами нередки драки, а первый гон проходит в конце февраля-начале марта. Количество зайчат в помете сильно зависит от места обитания, возраста и физиологического состояния мамы. В целом их бывает от 1 до 11. У таежных и тундровых зайцев в среднем 7 зайчат, а в средних и южных частях ареала 2-5. Зайчата беляка сразу рождаются зрячими и с шерстью, а уже через пару минут после рождения умеют скакать. В первые недели они уже обучаются прятаться от хищников и скрываться среди скал и травы. Живут беляки в природе аж до 17 лет, хотя подавляющее большинство не доживает и до 5. Но это все из-за хищников. Ну и как же мы можем закончить наш рассказ без людишек? Беляк – это важный объект спортивной охоты и пушного промысла обезьяноподобных. Добывается в значительном количестве ради мяса и шкурок. Помимо всего прочего, активная деятельность людей по преобразованию окружающей среды путем вырубки деревьев уничтожает естественное место обитания зайцев-беляков, заставляя их все дальше мигрировать на север. Таким образом, даже непромысловая охота мешает естественному восстановлению привычной численности беляков. В некоторых странах наш беляшек занесен в Красную книгу. А вам нравятся милые ушастые зайцы? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!